Всем привет, на канале Александр М. Сегодня у нас видос, который должен понравиться ну просто всем. Почему? Да потому что сегодня мы собираем Стенлиту. Что это такое? Это гибрид из двух разных болгарок. Одна из них Стенли, вторая Макита. Предысторию данной рубрики я уже рассказывал в предыдущем выпуске под названием Башита, который вы можете заценить по ссылочке в описании, когда досмотрите вот этот ролик. Ну и да, название Стенлита не окончательное. Пишите в комментариях свои варианты. Ну а пока вы пишете, я приступлю к разборке инструмента. Но для начала в двух словах про поломки. В Маките, как видите, целый редуктор, но при этом красноречивый имеется намек на то, что электрическая часть и поплохела. А в Стенли наоборот. Поплохело редуктору. Вот как примерно так. Ну давайте начнем с Макиты, пожалуй. Как обычно, лезем к щеткам для начала. Щеток как бы нету. Но с другой стороны, не очень-то и как бы и хотелось. Так, все, с обеих сторон нету, поэтому откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики. Открутили и снимаем. Сразу достану якорь с ведущей. По состоянию коллектора видно, что болгарка прям отходила. Отходила хорошо. И по уплотнению видно, что она искрила. Любопытство ради посмотрел на статоры. Вот здесь вот имеются следы перегрева. Давайте чисто ради интереса его снимем. Благо снимается все тут просто. Открутили диффузор и сразу видно, что обмотка пробита. Ну да ладно. Судя по всему, после того, как именно статору пришел капец, ребята отрезали провод. Ну да, в любом случае, отсоединили статор и аккуратненько его достаем. И сразу видим, что вот он наш пробой, причем такой конкретный. Резинка, кстати, тоже малость подгорела. Ну, короче, понятно. Электрической части в этой Маките пришел полный пипец. Давайте открутим ведущую. Берем ключик на 10 и откручиваем. Теперь спрессуем основу. Все, по сути, вот это вот все нам больше не надо. Поэтому откладываем в сторонку. И давайте раскручивать корпус редуктора Макиты. Для того, чтобы убедиться, что он в удовлетворительном состоянии. Ну, шестерня ведомая вполне. И блокировка вала тоже целая. Так, единственное, я не понял, где резинка. А, не, подожди, тут что-то есть. Ну, это явно что-то не родное. Ну да не суть. Давайте доразберем все это дело и возьмемся за Стенли. Чтобы разобрать нашу переднюю крышку, для начала снимаем 696. Затем снимаем стопорное кольцо. Кольцо пружинное. Ну, естественно, снимаем шестеренку. Сразу же достану шпонку со шпоночного паза и пойду спрессовывать вал. Спрессовали и предлагаю сразу достать подшипник. Почему, спросите? Да потому что нам надо отдать клиенту нормальную болгарку, а здесь вот подшипник мало того, что в не лучшем состоянии, так еще и почему-то покоцанный. Видимо, при установке кто-то что-то не то сделал. Снимаем стопорное кольцо и выдавливаем подшипник. Ну все, последний штрих. Достанем 629. Эх, доставайся ж ты. Он достается вручную. Здесь он держится за счет о-ринга. Макитовский редуктор полностью разобран. Можно браться за Стенли. Для начала откручиваем заднюю крышку. Ну, естественно, достаем щетки. Кстати, стоят 325-е макитовские. И они уже, ну, как бы все, закончились, по сути. Сняли щетки и откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики.
Так, ну что, смотрю, в Стэнли не только проблема с шестеренками, но и вот с этим вот пазом для стопорного кольца. Почему? Да потому что стопорка вон она где. Хотя вообще, по идее, якорь должен был сейчас выйти вместе с корпусом. Ну ладно. Достаем якорь и снимаем ведущую. Тоже ключик на 10. Откручиваем. И вуаля. Вот это вот стопорное кольцо должно было держать все вот здесь плотненько. Но с одной особенно стороны почему-то вот здесь прям громадная выработка. Не знаю, короче, что тут произошло. Но что-то явно не в порядке. Сразу обратил внимание на резинку. Вот так она как-то выглядит. Уже хавать хочет. Ну да ладно, в любом случае давайте еще и редуктор разберем. Ну да, ведомая прям ушатана. Хотя ведущая, я бы сказал, в хорошем состоянии. Но суть это не меняет. Потому что по-нормальному, помимо шестеренок, здесь еще и корпус редуктора надо менять. Особенно вот с этой вот стороны. Прям невооруженным глазом видно, что износ в эту сторону пошел. И вот особо даже отвертка не цепляется за этот паз. Ну, короче, ладно. Берем вот эти вот деталюшки и ложим их рядом с макитовской электрикой. Чтобы потом не возвращаться к этому вопросу, сразу сниму еще нижний подшипник якоря на болгарке Стэнли. И приступлю к чистке всех деталюшек. Детали почищены, это значит, что можно смотреть, что конкретно придется поменять, а что переделать. Начнем, пожалуй, с порванного пыльника на проводе. Я заменю его не на камеру, на макитовский. Почему не на камеру? Потому что это неинтересно. Вместо старых изношенных поставлю новые 325-е макитовские щетки. Вместо родной вот такой вот порванной резинки поставлю резинку от Bosch 850 CE. Она идет с кромочкой, точно так же, как и родная. Вот эта вот стрёмная резинка, которую люди установили вот сюда, также подлежит замене. Благо у меня куча родных макитовских вот этих вот резиночек. Вот как оно должно выглядеть. То бишь она сидит в этой посадке плотненько и уплотняет посадку подшипника. А эта фигня, она просто вываливалась оттуда. Ну и наконец-то подшипники. И, естественно, поменяем подшипники редуктора. 201 и 696 буду устанавливать фирму CHL. А также поставим новые подшипники на якорь. По подшипнику, который стоит под коллектором, ничего по сути не меняется. Как стоял здесь 607, так и остается. Будем устанавливать фирму NMB. А вот с верхним подшипником, который стоит над крыльчаткой, имеется вопрос. Значит, изначально в болгарке Стэнли стоит 608. То бишь 8 на 22 на 7. В макитовской же платформе вот здесь вот установлен 629, то бишь 9 на 26 на 8. Больше по размеру. Вот вам для наглядности 608. Как видите, чуть-чуть меньше, чем посадка. Но на якорь мы другой не установим. Поэтому нам необходимо сделать проставку вот для этого подшипника. 608 фирмы NMB. Даже скорее не проставку надо сделать, а переходник, с учетом которого мы получим подшипник со следующими размерами. Внутренний диаметр 8, наружный диаметр 26 и высота подшипника 8. На этом, по сути, все. К остальным деталям претензий никаких не имею, и переделывать на данный момент ничего не надо. Возможно, придется чуть-чуть приподнять крыльчатку, но об этом позже. Давайте переходить к токарным работам. С ними мне, как обычно, поможет мой настольный токарный станок Weisan WM210F400, на который как-то на досуге я снял очень подробный обзор. Рекомендую всем заценить его по ссылочке в описании. Но для начала досмотрите этот ролик. Зажимаем заготовочку, у меня примерно 29 мм в диаметре она. Торцуем и протачиваем под 26. Как раз такой наружный диаметр имеет 629 подшипник.
Чистовой проход. Снимаем фаску. Меряем. Примеряем. Все, зашибись. Теперь берем патрон с центровочным сверлом. Сверлим. Меняем на какое-нибудь большое сверлышко. У меня пятнашечка. Опять сверлим. Ну ура, пришло время расточного. Наша задача расточить внутренний диаметр под 22 мм и углубиться на 7 мм. Промежуточный замер. Чистовой проход. Ну и, конечно же, фасочка. По сути готово, можно отрезать. Я, как обычно, буду отрезать в разбежку. Ну все, осталось только торцануть заднюю часть и снять фаски. Итого, имеем переходник, который по наружному диаметру и толщине совпадает с 629 подшипником, а его внутренний диаметр совпадает с наружным диаметром 608, который мы, собственно говоря, будем в него устанавливать. Плюс имеется вот такая вот задняя стенка, боковая точнее, которая имеет толщину 1 мм. Ну, для того, чтобы скомпенсировать разницу между толщинами вот этих двух подшипников. Да, кстати, точил этот переходник с небольшим припуском для того, чтобы потом шлифануть, скажем, довести до ума. Ладно, хватит рассуждать. Давайте лучше стенлиту собирать. Стенлиту. Запрессовываем подшипник в переходник. Готово. Теперь берем якорь, ставим на него кольцо, которое предусмотрено конструкцией, и напрессовываем 607. Так, окей, подшипник запрессован. Теперь ставим резинку и будем примерять все. В том числе и наш модный переходник. Смажу о-ринг внутри платформы небольшим количеством смазки, чтобы все легче и красивее заходило. И установлю переходник с подшипником. Так, теперь посмотрим, как у нас здесь дела. О, видите, какая красота. Значит, теперь предлагаю установить шестерню, зафиксировать все это дело и установить вот это вот все в корпус. Это мы делаем не просто так. Если вдруг из-за того, что мы подсоединили наш якорь, прикрутили к платформе, он приподнялся вместе с коллектором, естественно, то мы будем с этим что-то делать. Если нет, тогда нет. И да, кстати, совсем забыл сказать. Вот к этой Стэнли болгарке платформа от Makita подходит просто идеально. То бишь никаких переделок вот здесь не надо. Ёшкин кот, смотрите. Это же просто офигенно. Смотришь на вот такую взаимозаменяемость деталей и, ну так, чуть-чуть начинают какие-то появляться подозрения. Кто у кого спер, в смысле. Вот. Ладно, хара юморить, давайте лучше смотреть на коллектор через щеткодержатель. Как видите, все прям идеально. На это стоит обращать внимание, потому что если вдруг наш якорь приподнимется, то коллектор, скажем, не в полной мере будет задействован, а щетка вообще может тереть уплотнение. Ну, такое себе. Если наоборот спустится, тоже не есть гуд. В нашем же случае просто идеальный матч. Единственное, вот чуть-чуть плотнее, конечно, чем хотелось бы. Все это дело стоит, но лучше плотнее, чем расхлябаннее, правда? С нижней частью нашего якоря разобрались, все подходит просто идеально. Теперь давайте смотреть на верхнюю, точнее на крыльчатку. Если заглянуть вот в эту вот щельку, то видно, что чисто теоретически ее можно уменьшить. Тем самым, скажем, лучше защитить от пыли верхний подшипник. Для этого необходимо сделать что? Чуть-чуть, буквально на 1 мм приподнять нашу крыльчатку. Плюс,
Обращаю внимание, крыльчатка еще при работе с родным редуктором терла о диффузор. Поэтому как бы двух зайцев. Все поснимали и, повторюсь, спрессовываем крыльчатку на 1 мм. Вот так. Ну и, наконец, приступаем к сборке. Значит, одно из родных колец я буду устанавливать. Обращаю внимание, вместе с переходником кольцо будет работать как очень плотное уплотнение. Стоит оно вот здесь. Установили кольцо. Накрываем платформой. Затем устанавливаем шестеренку, ну и, естественно, зажимаем ее гайкой. Зажимаем без фанатизма. После этого предлагаю установить наш якорь внутрь корпуса электрики, но для начала чуточку лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. И только после этого вставляем. И вот конкретно в этот момент меня ждал облом. Переворачиваем инструмент. И слышите, что творится? Прикольно, да? Как оказалось, дело в нижней резинке. От борща все-таки она подходит не очень хорошо. С подшипником имеет диаметр 21, ну, с небольшим плюсом. А старая резинка имела диаметр почти 22. Поэтому берем резинку No Name, вот такую вот, я честно не знаю даже с чего она, которая имеет диаметр 22. И устанавливаем еще раз, но уже с ней. Предварительно, естественно, проверяем, как она дружит с нашим уплотнением. Как видите, дружит. Опять чуточку лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. И устанавливаем. Поставили и смотрим, слушаем точнее. Все. Обращайте внимание на мелочи. Даже какая-то маленькая резинка может повлечь за собой очень неприятные последствия. Теперь предлагаю установить корпус редуктора. Во-первых, мы его сейчас зажмем и еще раз проверим, точно ли все хорошо сконнектилось. Ну, во-вторых, надо же как-то продолжать сборку, правда? Да, кстати, использую макитовские саморезы не просто так, а потому что они длиннее. За счет вот этой платформы родных саморезов от Стэнли, ну, как бы не очень хватает. Закрутили и проверяем. Как видите, крутится все хорошо и без шума. Это значит, что можно устанавливать щетки. Повторюсь, будем ставить новые 325-е макитовские. Установили щетку, накрыли ее пружинкой и подключаем быстросъем. То же самое со второй. Шахты заранее почищены. После того, как щетки установлены, можно поправлять все провода и устанавливать заднюю крышку, для того, чтобы уже к этому вопросу просто не возвращаться. Так, ну что, болгарин частично собран, можно включить и проверить, что как. Ну что, работает ровненько, ветродуйка работает пролесно, а это значит, что можно приступать к сборке редуктора. И, кстати, возможно, задаетесь вопросом, а что это я тут так много промежуточных проверок делаю? Да все просто. Дело в том, что именно стенлиту собираю впервые. Вот прямо при вас сейчас новая, можно сказать, конструкция рождается. Ну, что башит было несколько до того, как я снял ролик. А это вот прям при вас, скажем, ловлю все косяки, которые можно словить. Поэтому, кстати, как видите, с резинкой не с первого раза угадал. Ладно, давайте напрессуем 201. Подбираем наставки, ну и запрессовываем.
Запрессовали, и можно устанавливать стопорное кольцо. Ну и, естественно, запрессовывать вал. Ура! Пришло время устанавливать шпонку и шестерни. Для начала немножечко густой смазки и ставим шпонку. Смазка нам нужна для того, чтобы шпонка не елозила. Поправили, затем берем ведомую, прицеливаемся и устанавливаем. Остается поставить кольцо пружинное и зафиксировать все это стопорным. Готово. Накрываем верхним подшипником 696. Ну и все, давайте смазывать редуктор. Смазывать мягкой литьевой смазкой для зубчатых передач. Валим, как обычно, смазки без фанатизма. После чего устанавливаем крышку. И, естественно, покручиваем, для того, чтобы убедиться, что зуб не попал на зуб. И только после этого закручиваем. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Блокировка вала работает. Ну а теперь сама болгарка. Вполне себе. А теперь небольшие испытания. Сегодня профессионал-каскадер на выходном, поэтому берем защитный кожух от Makita, ставим, берем 15-ку сантехническую и погнали пилякать. Сразу поменял на веер и давайте еще почухрим чутка. И да, звук не самый идеальный, но не забываем, что она сложена из бэушных запчастей. Вот как примерно так работает Stenlita. После испытаний корпус электрики еле ощутимо нагрелся, корпус редуктора, ну, чутка сильнее нагрелся, но так, тепленький. Короче, вполне себе нормально получилось. Пиши в комментариях, хочешь себе Stenlita или нет. Это, если что, не значит, что я кому-нибудь пришлю. Это болгарка клиента. Просто хочешь или нет, пиши. А еще, если вдруг знаешь какую-нибудь аналогичную компоновку инструмента, то обязательно делись ею в комментариях. Я думаю, всем будет интересно, в том числе и мне. А ну и последнее. Название Stenlita не окончательное. Пиши в комментариях свои варианты, будем что-нибудь выбирать. Ну а я маю надію, що гэтая рубрика тобі вельми подобається, і ти з нетерпінням чекаєш наступних випусків. Тому, каб не пропустити їх, обов'язково підписуйся на гэты канал, на телеграм-канал, яким виходить шмат нового цікавого контенту. Ну и, конечно, делися всеми видео. Ну и хопить. Ну а теперь для тех, кто досмотрел. Значит, обращаю внимание на посадку крыльчатки. Она осуществляется за счет впаянного латунного кольца. При этом упор, в который можно упираться, находится значительно выше, чем лопасти. Ну а в лопасти как бы упираться ну, не очень бы хотелось, особенно с учетом того, что такие крыльчатки напрессованы, как правило, с не очень маленьким усилием. Короче, придется мудрить. Берем бывшую гайку, которую я проточил и разрезал. Вот такой вот шайтан-съемник. И спрессовываем. Проточив вот таким образом гайку, мы получаем удлинитель, запас на котором может зацепиться съемник. При этом обращаю ваше внимание, наш удлинитель сделан ровно по наружному диаметру нашего якоря непосредственно под крыльчаткой. Фиксируем бывшую гайку маляркой и закрепляем съемник таким образом, чтобы разрезы были напротив цельных частей съемника. Подобрал наставку, которая будет давить в толстое место якоря. И аккуратненько, медленно, на 1 мм буквально спрессовываем крыльчатку. Так, я хоть включил камеру, я надеюсь искренне. Да, включил, все. Мутим дальше. Оп, вот и все. Более чем достаточно. Ну, взглянув вот сюда, уже сразу видно,
что крыльчатка по шлицам поднялась вверх. Примерно на 1 мм. Собственно, как и планировалось. И вот, как видите, никаких повреждений. Только чуть-чуть, еле-еле заметный след остался от нашей железячки. От разрезов. Теперь примерка. О, что-то трет. Сейчас проверим, что. Берем чутка смазки, накладываем на крыльчатку и повторяем процедуру. Вот это вот место чуть-чуть, буквально на миллиметр шире, чем надо. Поэтому по бырюку сточу. Готово. Вот здесь вот видно порожек маленький. Вот как раз это и было сточено. Там где-то примерно 0,4 мм вглубь. И где-то примерно миллиметр к центру. И все. Никаких лишних звуков. Можете прислушаться. Это не монтаж. Вот как... точно, давайте посмотрим, насколько ближе крыльчатка стала. А стала она примерно так, как делают обычно с завода. Супер. Теперь в 2 словах про подшипник. Значит, существует 2 варианта установки этого подшипника. Вот это первый. А вот это второй. Правильный, если что, первый вариант. Почему? Да потому что при установке таким образом мы не меняем зазор между шестернями. Если же мы поставим подшипник вот таким макаром, то ведущая шестерня опустится на миллиметр, и зазор между шестеренками будет нарушен. В таком случае либо предусматривать дополнительную миллиметровую проставку, либо лучше так не делать. Суть, я думаю, уловили. Теперь по поводу пыльника. В Makita он стоит немножко другой. У него больше крепления вот это вот само. Так вот, достаточно всего лишь его под конус, этот пыльник, вот так вот спилить, и все начинает подходить прям идеально. То есть все заходит хорошо, пыльник держится очень плотно, поэтому, если что, пользуйтесь. Ну и, наконец, валы. Если вы собираетесь переделывать какой-нибудь инструмент, менять в нем вал на неродной, то обязательно обращайте внимание на размер лысок и посадки нижнего фланца. Потому что вот эти посадки и размер лысок бывают, разными. Вот смотрите, здесь у нас почти 17, здесь почти 14. И конкретно в данном случае тоже почти 17, почти 14. Но чаще всего валы бывают другого размера. Вот вам чисто для примера. Какой-то вал, фиг его знает, правда, от какой болгарки, но не суть. Лыски тоже почти 17, но посадка под фланчик 16 мм. То бишь макитовский фланец, вот эта нижняя гайка, сюда уже не подойдет. Поэтому обращайте внимание на такое. И, кстати, вот прямо сейчас идеальнейший момент для того, чтобы перейти по ссылке в описании и посмотреть Башиту. Ну и хватит.